Привет, друзья! Сегодня мы познакомимся с геологическим поисковым радиометром SRP-2. Не так давно у меня на обзоре уже был вот такой редкий радиометр RP1 со счетчиком STS-8. Однако в 60-е годы производились приборы не только на основе газоразрядных счетчиков Гейгера, но и на основе сцинтилляционных кристаллов. Когда я делал обзор RP1, я купил книгу «Как искать урановые руды». Это было издание 1961 года, и в нем был описан еще один прибор, сцинтилляционный радиометр SRP-2. После этой книги я очень заинтересовался данным устройством. Радиометры такой конструкции значительно более чувствительны к гамма-излучению. На заре расцвета атомной энергетики они активно использовались в геологоразведочных целях при поиске урановых и ториевых руд. Сейчас сцинтилляционные радиометры применяются с другими целями, в основном для поиска техногенных загрязнений. Как мы с вами уже привыкли, многие старые советские дозиметрические приборы, изготовленные десятки лет назад, до сих пор хорошо себя чувствуют и полностью работоспособны. Поэтому подобные редкие экземпляры очень ценны для коллекционеров. Я очень давно хотел найти SRP-2, и вот, наконец, мечта сбылась. И у меня появился вот такой замечательный прибор, сцинтилляционный радиометр поисковый SRP-2 Кристалл. Он попал ко мне в хорошем состоянии, исправный благодаря предыдущему владельцу, но я тоже немного поработал с прибором и привел его в окончательный порядок. Осмотр по традиции начнем с укладочного ящика. Он точно такой же по габаритам, как и знакомые нам ящики от DP5. Сделан аналогично, однако окрашен не в хаки, а в красивый серо-зеленый цвет, которым маркировались ящики геолого-разведочной аппаратуры. На левой боковине указано наименование прибора и последние 4 цифры серийного номера. Со стороны днища, в отличие от других ящиков, есть ножки, чтобы можно было поставить ящик вертикально. Правда, конкретно эти ножки я сделал самостоятельно, так как часть оригинальных была утеряна. А вот такими они были изначально. Внутри ящика размещен радиометр и его имущество. К сожалению, комплектом я не обладаю. Здесь должны быть и многие запчасти, и инструмент, и прокладки. Но мне достался только сам радиометр, а кое-что я укомплектовал самостоятельно. Как видите, внутренние отсеки отличаются от ящика для DP5. А кроме того, противоударные накладки здесь выполнены не из резины, а из войлока. В левом отсеке расположен пульт SRP-2, а в нижнем его блок детектирования. В правом отделении лежат головные телефоны. Правда, в моем случае это обычные сдвоенные телефоны от DP5, а в оригинале должен быть одинарный телефон на проволочном оголовье. Под крышкой находится отсек для запчастей. Здесь хранятся запасные детали, прокладки и инструмент. Я купил кое-что из запчастей. Это фотоэлектронный умножитель и газовые стабилитроны. На внутренней стороне крышки имеется крепление для руководства по эксплуатации радиометра. Это не оригинальное руководство, я просто его обработал, распечатал и собрал в брошюру самостоятельно. А теперь возьмем в руки радиометр SRP-2. Как и большинство других дозиметрических приборов, он состоит из пульта и блока детектирования, соединенных 1,5-метровым кабелем. Причем кабель с обеих сторон фиксированный, разъемов здесь нет. Радиометр SRP-2 предназначен для обнаружения и относительной оценки интенсивности гамма-излучения при геологических поисках радиоактивных руд. Диапазон измерения прибора от 0 до 2500 микрорентген в час с разбивкой на 3 поддиапазона. Радиометр отличается очень высокой точностью измерений. Погрешность не превышает 10% от всей шкалы. Кроме того, он обладает высокой скоростью установки показаний от 2 до 5 секунд в зависимости от выбранного режима. Пульт радиометра внешне нам очень хорошо знаком. Это наиболее популярный дозиметрический форм-фактор из 60-х годов прошлого века. В нем выпускались такие массовые приборы, как DP5 различных модификаций, а также радиометры Прогноз, РПП, РПР и, вероятно, какие-то еще. Данный материал называется волокнит.
Правда, в отличие от DP5, у этого пульта нет отдельного батарейного отсека, и батареи располагаются внутри корпуса. На лицевой панели SRP2 находятся измерительный прибор, переключатель поддиапазонов, регулятор усиления ФЭО, гнездо для головных телефонов, переключатель режимов работы, а также регулятор установки режима питания. В центре нанесена эмблема завода радиоприбор город Киев, наименование прибора SRP2, номер и год изготовления. И под заглушкой прячется винт механической корректировки положения стрелки микроамперметра. Обратите внимание, что шкала отградуирована просто от 0 до 10, без единиц измерения. Подсветки шкала не имеет. На стекле очень интересная печать. Я подобное встречаю впервые. В верхнем ряду у нас единица и пиктограмма серпа и молота. В среднем ряду восьмерка, затем греческая буква Тау и тройка. И внизу буквы ВД. Так вот, это называется поверочное клеймо. Цифры 8 и 3 обозначают год поверки 1983, а остальные символы – код поверочной организации. По бокам корпуса имеются ушки крепления ремня для переноски. И здесь же находятся два винта, скрепляющие половинки корпуса. В нижней части с боков прикреплены ушки для поясного ремня. Справа в специальном креплении размещен радиоактивный контрольный источник на основе кобальта-60. Такой же препарат мы уже видели недавно в обзоре радиометра «Разведчик». На сегодняшний день практически весь кобальт уже распался. Хотя при желании и наличии времени можно детектировать очень слабое излучение. Блок детектирования представляет собой довольно массивную трубу длиной 43 см и диаметром 5 см. Он снабжен пластиковой ручкой, которая позволяет носить зонд вертикально. Конструкция имеет раздвижной механизм, который позволяет выдвигать непосредственно рабочую часть на дистанцию до 30 см. Внешняя оболочка окрашена молотковой эмалью в красивый серебристо-голубой цвет. Внутренняя труба алюминиевая. На передней части находится съемный резиновый набалдашник, который служит для защиты от повреждений и загрязнений. Питание SRP2 обеспечивается двумя 11-вольтовыми батареями 11,5 ПМЦГ, которые подключаются параллельно. От одного комплекта прибор работает порядка 80 часов. Чтобы установить батареи, необходимо открыть корпус. Батареи устанавливаются так, чтобы их контакты прижимались к пластинам и закрепляются резиновыми кольцами. Но для не очень длительного применения можно воспользоваться и 9-вольтовой батарейкой Крона. Радиометр прекрасно работает и от нее. После установки новых батарей необходимо настроить режим питания. Для этого следует нажать на ручку регулятора и повернуть его влево до упора. Затем переключателем режимов работы мы включаем прибор. Теперь нужно поворачивать регулятор питания вправо, пока стрелка не установится на режимную риску на цифре 8. У моего прибора регулятор уже уставший, он не очень плавно работает, но тем не менее примерно настроить питание все же можно. И вот прибор уже готов к работе. Переключатель поддиапазонов сейчас находится в положении 50. Это значит, что вся шкала принимается как 50 микрорентген в час. И каждая цифровая отметка это 5 микрорентген в час. То есть единица это 5 микрорентген в час, двойка это 10 микрорентген в час и так далее. Сейчас прибор показывает мощность дозы примерно 15 микрорентген в час. Если этого предела измерения не хватает, то можно переключиться на более высокие поддиапазоны. Это 250 и 1250 микрорентген в час. Если мы сейчас переключимся на второй поддиапазон и немного подождем, то увидим, что прибор показывает примерно те же 15 микрорентген в час.
При такой шкале не очень удобно ориентироваться, приходится пересчитывать результат в голове, но я так думаю, это вопрос привыкания. Кроме того, есть возможность расширить третий поддиапазон до 2500 микрорентген в час, для чего внутри прибора есть специальный переключатель, мы увидим его позже. Сейчас наш радиометр работает в режиме быстро. В этом случае показания устанавливаются в течение 2 секунд. Однако, если посмотреть на стрелку, то можно заметить, что она довольно быстро колеблется. Если нужны более четкие и точные показания, прибор следует переключить в режим медленно. Показания теперь будут устанавливаться в течение 5 секунд, однако флуктуации стрелки уменьшаются. Мы можем подключить головные телефоны в соответствующее гнездо, и тогда будем слышать звуки импульсов от излучения, попадающего в датчик прибора. Правда, звучат они довольно тихо, поэтому я сейчас поднесу микрофон поближе. По звуку вы слышите, что в отличие от приборов на счетчиках Гейгера, сцинтилляционный радиометр значительно более чувствительный и детектирует гораздо больше гамма-квантов. Кстати, я думаю, вы уже обратили внимание, что радиометр довольно громко пищит. Так работает высоковольтный преобразователь, находящийся внутри блока детектирования. Давайте я поднесу к датчику небольшой источник цезия-137. Он довольно слабый, но тем не менее на шкале мы видим увеличение мощности дозы примерно до 40 микрорентген в час. Проверим кулон из ториевого стекла. Торий-232 это тоже довольно слабый источник. И суммарные показания у нас также около 40 микрорентген в час. Теперь я возьму излучатель с датчика дыма, это америций-241. На первом поддиапазоне шкалы уже не хватает, поэтому нужно переключаться на более высокий поддиапазон. И радиометр показывает мощность дозы около 250 микрорентген в час, поэтому можно переключиться на третий поддиапазон, где мы видим примерно те же показания. Конечно, это очень условная величина, так как, во-первых, источник точечный. Во-вторых, у америция низкоэнергетичная гамма, на которую сцинтилляторы очень хорошо реагируют, поэтому показания в данном случае завышены. Ну и чтобы еще раз проверить работу прибора на третьем поддиапазоне, можно взять еще более мощный источник, это уже радий-226. Сейчас у нас вся шкала это 1250 микрорентген в час. И прибор показывает условно 1000 микрорентген в час по гамме. Вот таким образом мы с вами сейчас проверили работу радиометра с 4 различными гамма-активными радионуклидами. СРП-2 очень хорошо видит гамма-излучение, но, как и все сцинтилляторы, практически слеп к бета-частицам. В руководстве от прибора заявлена возможность детектирования жесткой беты, но здесь скорее речь идет о тормозном рентгеновском излучении. Поэтому, если мы возьмем мощный стронцевый бета-источник, то радиометр, несомненно, его обнаружит. Однако показания на шкале не будут иметь никакого отношения к измерению бета-потока. А вот если взять слабый контрольный бета-источник, то никакой реакции мы не увидим. Хотя бы потому, что бета-поток не способен пройти через толщину алюминия. Радиометр СРП-2 настолько чувствительный, что сразу же обнаруживает небольшое излучение даже от такого материала, как природный гранит. Посмотрите на скорость реакции стрелкой при поднесении и убирании датчика. Приборы на газоразрядных счетчиках на такое не способны. При рабочем использовании СРП-2 блок детектирования полностью раздвигается и применяется в вертикальном положении. Можно перемещать зонд над поверхностью, а в нужных точках опускать на землю. Держать его под углом к поверхности не нужно, да и совершенно неудобно.
Мы с коллегой с канала WickedSig целый час пытались найти прошлогоднюю горячую точку с помощью наших сcintillaционных радиометров СРП. Но, увы. С одной стороны, вроде бы радиация есть везде, а с другой, радиации нет нигде. Поиски были очень интересными, но в следующий раз пойдем в другое место. Предлагаю теперь изучить внутренности радиометра. С батарейным отсеком мы уже знакомы. Чтобы получить доступ к монтажной плате с установленными электронными компонентами, необходимо выкрутить два винта, после чего можно откинуть шасси батарейного отсека. Здесь мы видим множество деталей, установленных на гетинаксовой плате, методом навесного монтажа, поэтому к любому элементу есть хороший доступ. В приборе используется довольно много таких базовых компонентов, как конденсаторы и резисторы. Есть несколько германиевых транзисторов P14. А в качестве выпрямителей используются кремниевые и германиевые диоды. Сбоку рядом стоят два трансформатора. Есть склонные к неприятным сюрпризам электролитические танталовые конденсаторы ЭТО. Есть и ненадежные конденсаторы МБМ. Однако обратите внимание, что все детали в моем приборе еще советские, а он при этом замечательно работает. Тут мы видим три потенциометра для подстройки соответствующих поддиапазонов. И здесь же находится перемычка, которая позволяет расширять третий измерительный поддиапазон до 2500 микрорентген в час. С внутренней стороны корпуса установлены органы управления и микроамперметр М132. К счастью, устройство радиометра довольно простое, и в случае какой-либо неисправности почти всегда можно найти деталь на замену. Единственное исключение – это переключатели и регулятор режима. Перейдем к блоку детектирования. Чтобы получить доступ внутрь, следует открутить внешнюю трубу. Внутри зонда находится высоковольтный преобразователь. У него свой трансформатор. Именно он и издает громкий писк при работе. Напряжение здесь стабилизируется газовым стабилитроном SG303S. Он очень похож на знакомый нам по другим приборам SG301S. Однако напряжение стабилизации у него составляет 1250 вольт. Такое высокое напряжение необходимо для питания фотоэлектронного умножителя FEO35. Обратите внимание, что ток здесь выпрямляется с помощью селеновых столбов. Скорее всего потому, что они могли работать с более высоким напряжением, чем диоды тех лет. Так или иначе, в блоке детектирования стоят 4 селеновых выпрямителя. Рядом с панелькой для установки FEO находится делитель напряжения, который обеспечивает питание всех 8 диодов умножителя. Далее в блоке идет модуль детектирования и усиления, который состоит из фотоэлектронного умножителя FEO35 и сцинтилляционного кристалла. Вообще на этом месте должна быть алюминиевая трубка, которая имеет резьбу с обеих сторон и скрепляет конструкцию воедино. Но у меня она не установлена. Дело в том, что здесь стоит кристалл большего размера, чем оригинальный, и трубке просто не хватает места для размещения. Поэтому сцинтилляционные кристаллы FEO в моем радиометре соединены между собой с помощью вот такого адаптера, который я напечатал на принтере. До этого момента все держалось с помощью изоленты, но я решил, что с переходником будет гораздо изящнее и надежнее. Кстати, у данного прибора есть вот такой замечательный экран из пермалоя, который защищает FEO от магнитных полей. А это сцинтилляционный кристалл из йодистого натрия с добавлением талия. Диаметр кристалла 30 мм и высота тоже 30 мм. То есть объем кристалла 85 кубических сантиметров. Йодистый натрий находится в герметичном контейнере из алюминия, а сверху он закрыт стеклом. В отличие от пластикового, этот кристалл довольно тяжелый. Маркировка SDN обозначает сцинтилляционный детектор неорганический. Кстати, в СРП-2 с завода устанавливается кристалл размером 30 на 25 мм, то есть по высоте он на 5 мм меньше, чем мой. А это фотоэлектронный умножитель FEO35. Он довольно небольшой,
Диаметр входного окна 25 мм. Внутри находится фотокатод и 8 динодов. Попадающие в объем кристалла гамма-кванты теряют там свою энергию. Часть этой энергии преобразуется в световые вспышки с сцинтилляцией. Под действием каждой вспышки из фотокатода ФЭО вырывается импульс фотоэлектронов, которые умножаются затем на каждом из динодов ФЭО под действием приложенного к ним напряжения. Всего у ФЭО-35 8 каскадов усиления. В результате первоначальный импульс электронов увеличивается настолько, что его уже можно обработать с помощью электронных компонентов радиометра. Схема прибора преобразует поступающие с ФЭО импульсы в стандартный вид, отсеивает шумы, не относящиеся к импульсам от гамма-излучения, ну и обеспечивает подсчет импульсов. Кстати, поскольку каждый ФЭО обладает своими уникальными характеристиками, радиометр позволяет подстраиваться под конкретный ФЭО, для чего служит регулятор усиления на панели пульта. Нужно при естественном фоне найти область, где при вращении регулятора показания практически не будут меняться. И эта область называется плато ФЭО. После чего регулятор устанавливается посередине этой настройки и закрывается заглушкой. Хотел еще почитать руководство от радиометра, но видео и так уже сильно затянулось. Поэтому просто полистаю его. Оно, как всегда, очень содержательное. И здесь есть вся необходимая информация. Если вам будет интересно, то ссылку на переработанное руководство я оставлю в описании под видео. Также я заново перерисовал принципиальную схему прибора. СРП-2 «Кристалл» был спроектирован в конструкторском бюро известного нам завода номер 696, откуда и пошли практически все разработки дозиметрической аппаратуры. Если верить информации из интернета, то в 1957 году. Возможно, речь идет именно о разработке проекта, а не готового изделия. Но в справочнике 1959 года СРП-2 «Кристалл» уже присутствует. Хотя, в отличие от всех остальных радиометров, цена на него не указана. Видимо потому, что массовое производство еще не стартовало. Если изучить фотографии приборов, то наиболее ранний из известных нам СРП-2 произведен в 1961 году, а самый поздний в 1974. То есть их выпускали, по крайней мере, в течение 15 лет, но, судя по книжным источникам, даже более. За это время было произведено множество приборов, и всего лишь несколько лет назад их было нетрудно найти в продаже. Однако сейчас все изменилось, и СРП-2 превратился в коллекционную редкость и большую ценность для таких, как я. Цель моей коллекции – это распространение информации о советских дозиметрах, ну и, конечно же, сохранение приборов и восстановление их функциональности. Если у кого-то из зрителей моего канала есть такой радиометр, напишите в комментариях, расскажите, в каком он состоянии, работает ли, какой у вас комплект. Думаю, это будет интересно. Благодарю всех за просмотр. Если вы хотите поддержать мой канал и будущие обзоры, очень прошу поставить лайк этому видео и написать комментарий. Это поможет мне в продвижении. Спасибо и до новых встреч. Иду я вдоль леса, оттуда народ прет, и все что-то тащат. Я решил, что мне тоже надо. Опа, ДПшка. О, хорошая. Берем.
Опа, еще одна. Тоже супер. Смотрите, какая бодрая. Ничего себе. Еще одна. О, ну это какая-то без ремня. Не знаю, надо смотреть. А, это ДП-63, безбуквенная, старенькая. Ну ладно, возьму тогда. Вот это урожай.